Манчестер Юнайтед хочет подписать Рональда Арауха. Манчестер Сити планирует усиление. Условия для увольнения Хави. Жозе Моуринью остался без работы. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Ливерпуль и Челси могут составить конкуренцию Манчестер Юнайтед в борьбе за вингера Кристал Пэлас Майкла Олисе. Ранее в январе появлялась информация, что Юнайтед рассматривает Олисе в качестве своей трансферной цели на грядущее лето и готов сделать своего защитника Аарона Ван-Бисаку разменной монетой в сделке по Майклу. ESPN подтверждает правдивость данной информации и ожидает, что Пэлас позволит Олисе уйти на повышение после окончания этого сезона. Внутри своего клуба красные дьяволы уже обсуждают покупку игрока. Правда, Юнайтед не единственный большой клуб, который заинтересован в приглашении Олисе, который забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 4 последних матчах Премьер-лиги. Видеть игрока у себя в клубе также мечтают Ливерпуль и Челси. По слухам, новый контракт Майкла с Пэлас предусматривает отступные, которые значительно выше тех 35 миллионов фунтов, что были прописаны в предыдущем трудовом договоре. Манчестер Сити изучает рынок вингеров, которые могли бы пополнить состав команды, сообщает Daily Mail. По их информации, среди основных претендентов называют Педро Нету из Вулверхэмптона, Савио из Жироны и Хвичу Кварацхелию из Наполи. Однако к последнему интерес за последние месяцы снизился. К Педро Нету также проявляет интерес лондонский Арсенал. City Football Group, который принадлежит Жирона, проигнорировала все предложения по Савио, поэтому Сити может взять его на контракт уже зимой. 19-летний бразилец в этом сезоне сделал 6+5 в 22 играх. Кварацхелия же в нынешнем сезоне провел 26 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 голевых. Руководство Барселоны рассматривает вариант с тем, чтобы уволить главного тренера каталонского клуба Хави в случае, если синегранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матчах, которые пройдут на этой неделе. Об этом сообщает Кадена Сер. По их информации, несмотря на поддержку Хави со стороны президента Барсы Жоана Лапорты и спортивного директора Деку, в случае, если каталонский клуб выступит неудачно в матче 1/8 Кубка Испании, который состоится в грядущий четверг, а также в игре чемпионата Испании с Бетисом, которая пройдет 21 января, боссы клуба могут принять решение о смене вектора развития клуба. В случае увольнения испанского специалиста главным тренером синегранатовых станет наставник Барселоны Атлетик Рафаэль Маркес. Итальянская Рома объявила об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Рома объявляет, что Жозе Моуринью и его технические сотрудники немедленно покидают клуб. Дальнейшие новости относительно нового тренерского состава первой команды будут сообщены в ближайшее время, сказано в официальном аккаунте римского клуба в Твиттере. Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас за его страсть и усилия, которые он демонстрировал с момента его прихода в клуб. У нас всегда останутся прекрасные воспоминания о его пребывании в Роме, но мы считаем, что немедленные перемены отвечают интересам клуба наилучшим образом. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях. Приводит слова руководства Волков официальный сайт римского клуба. Напомню, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что отношения Жозе с президентом Ромы Дэном Фридкиным ухудшились из-за результатов команды в нынешнем сезоне. А позже на сайте римского клуба появилась информация о том, что Даниэле Де Росси стал новым главным тренером. Отмечается, что Рома подписала контракт со специалистом до 30 июня 2024 года. В итальянских СМИ сообщается, что соглашение может быть продлено в случае успешных результатов. Де Росси выступал за Рому с 2009 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами. Манчестер Юнайтед планирует крупно потратиться летом. Как пишут в Evening Standard, английский клуб планирует провести большое лето, чтобы ознаменовать начало эры сэра Джима Рэдклиффа. Приоритет МЮ – топ-форвард, который по уровню был бы сопоставим с Харри Кейном. Также клуб намерен подписать игрока на позицию восьмерки, центрального защитника и правого защитника. При этом запланирована чистка состава.
Отмечается, что нового нападающего планируют использовать в паре с Расмусом Хёйлундом, на которого минувшим летом потратили 72 миллиона фунтов. Он сохраняет поддержку руководства, несмотря на непростое начало карьеры в Англии. Ключевой целью Юнайтед считается вингер Кристал Пэлас Майкл Олисе. В центре обороны хотят видеть Джереда Брентуэйта из Эвертона или Жан-Клера Тодибо из Ниццы, на которых нацелены и другие клубы АПЛ. Благодаря инвестициям Рэдклиффа покупательная способность МЮ значительно увеличится, и клуб не нарушит финансовые правила. Несмотря на неудачные результаты Красных Дьяволов, в планировании зимних и летних трансферов активно участвует Эрик тен Хаг. Руководство Дортмундской Боруссии сомневается в целесообразности пролонгации трудового соглашения Марка Ройса, срок действия которого истекает грядущим летом. Об этом сообщает Спортбилд. По информации источника, крайне маловероятным является то, что Шмели продлят контракт с Ройсом по окончании нынешнего сезона. Однако подчеркивается, что немецкий футболист может продолжить карьеру в другом клубе Бундеслиги, чье название не раскрывается. Ройс выступает за Боруссию с 2012 года. За этот период он принял участие в 410 матчах во всех турнирах, в которых отметился 167 голами и 124 результативными передачами. Согласно информации, которая представлена на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро. Лондонский Челси пытался подписать нападающего Спортинга Виктора Дьёкериша. По информации Рекорд, синие предложили за игрока 80 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов, но Спортинг отказался продавать нападающего. Отмечается, что отступные, прописанные в контракте игрока, составляют 100 миллионов евро. Как отмечает Daily Mail, предложение Челси не было официальным. Сам футболист не намерен покидать Спортинг этой зимой, и Челси рассмотрит альтернативные варианты усиления атаки. Манчестер Юнайтед хочет подписать Рональда Арауха. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы направили запрос о возможности приобретения защитника и получили тот же ответ, что и Бавария. Зимой трансфер обойдется более чем в 80 миллионов евро, при этом сам футболист хочет остаться в Барселоне как минимум до конца сезона. МЮ продолжит следить за уругвайцем до лета и затем может предпринять попытку его купить. У Баварии его трансфер тоже будет в числе приоритетных. Мадридский Реал не рассчитывает на Ферлана Менди в следующем сезоне. По информации Релева, в клубе довольны последними выступлениями защитника, однако Реал не планирует продлевать контракт, срок которого истекает в 2025 году. Сообщается, что сливочные рассчитывают продать Менди этим летом, чтобы освободить место в составе для Альфонсо Дэвиса, который является приоритетной целью Реала.